Привет, друзья! С вами Макс, и добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Это канал для тех, кто изучает или учит русский язык. Это последнее видео в 2024 году. И как обычно, под конец года, а сейчас конец декабря, мне хочется записать видео с итогами года. Поговорить про итоги 2024 года. Порефлексировать. И в этом видео я расскажу вам про свои профессиональные итоги, да, про проект «Русский с Максом». Скажу, что удалось, что не удалось и чего бы мне хотелось в следующем году. У меня уже, кстати, был подкаст, где я говорил про профессиональные итоги и про личные итоги. Вы знаете, я сейчас живу в Аргентине, сейчас я в Буэнос-Айресе, и если хотите послушать подробнее про итоги и особенно про мои личные итоги, то послушайте подкаст, внизу в описании будет ссылка. Ну а сейчас давайте про профессиональные итоги поговорим. Очень здорово выглядит декабрь в Аргентине, не правда ли? Очень здорово, очень классно все выглядит вокруг. Ну, с одной стороны классно, с другой стороны я, конечно, привык видеть декабрь по-другому, когда снег, новогодние украшения, когда все немного по-другому. Но везде есть свои плюсы и минусы, и, конечно, в целом я наслаждаюсь солнцем. Пока еще не так жарко. Декабрь это месяц умеренной погоды, умеренной температуры, не жарко, не холодно, в целом прекрасно. И хотел бы вначале чуть-чуть поговорить про разницу между подкастом и видео. На самом деле сейчас это не совсем очевидно, что такое подкаст, а что такое видео. Вообще подкаст, потому что у меня есть и подкаст, и YouTube-канал, и это разные вещи. Вообще подкаст — это аудиоформат. Это аудиоформат, когда ты записываешь аудио, и люди могут слушать подкаст в разных приложениях. Apple Podcasts, не знаю, там Google Podcasts существует еще или нет, и так далее. Да, Spotify, конечно же, либо какие-то приложения типа Podcast Addict или еще что-то. А YouTube-канал, ну, это YouTube-канал, где я выкладываю видео. И часто люди путают мои видео с подкастами. Люди пишут в комментариях: «Макс», в комментариях на YouTube. Люди пишут: «Макс, классный подкаст, спасибо». Но это не подкаст. А путаница... Хорошее слово «путаница». Путаница происходит потому, что многие создатели контента, креаторы, выкладывают свои подкасты на YouTube в видеоформате и называют это подкастами. Поэтому есть небольшая путаница. Но вообще, вот здесь будет сейчас информация, где найти мой подкаст. Ну, где найти YouTube-канал, вы и так знаете, так как вы смотрите мое видео. Это то, что я хотел сказать в начале. Давайте теперь прогуляемся немного по парку Сааведра. Это парк Сааведра в Буэнос-Айресе. И поговорим про мои профессиональные итоги, про итоги проекта «Русский с Максом». Я сказал: давайте прогуляемся, и тут же сел и сижу теперь. Ну ладно, сначала посижу, а потом мы обязательно прогуляемся.
Начну с плохого. Начну с того, что мне не нравится. Чем я недоволен? Чем я недоволен в профессиональном смысле, да, в плане проекта? Две вещи. Первая вещь. Я недоволен тем, что я не смог реализовать какие-то проекты в рамках моего проекта. То есть я не смог сделать никаких дополнительных материалов, которые я очень хотел сделать. Приведу пример. Уже несколько месяцев я пытаюсь сделать аудиокурс про известных русских писателей. Это будет курс для студентов уровня B1 примерно. И курс будет рассказывать про биографию, про интересные факты русских писателей. И это все, конечно, будет на понятном русском, что называется comprehensible, да, то есть понятно будет для студентов уровня B1. И будет интересно. И курс оказался гораздо сложнее, чем я думал. То есть сделать курс оказалось гораздо сложнее. Поэтому уже много месяцев я что-то переделываю, что-то меняю, пытаюсь как-то найти какие-то новые решения, найти какие-то новые птицы, найти какие-то новые мысли, чтобы реализовать их. Вот. Но все идет очень медленно, и я так и не смог сделать этот курс пока. Но я очень надеюсь, что в следующем году я все-таки его сделаю. И у меня были другие мысли, другие идеи, и, к сожалению, мне не удалось их тоже реализовать. Вот. Я считаю это, ну, как сказать, негативной штукой. То есть это то, что мне не нравится. Это то, чем я недоволен. Это первая вещь. Вторая вещь – это выгорание. Выгорание, да. К сожалению, в 2024 году я не смог соблюдать вот этот work-life balance, да, баланс жизни и работы. И в конце года у меня произошло выгорание. То есть я пытался записывать подкасты, я пытался что-то снимать, но у меня была абсолютная апатия, полное выгорание, и я не мог что-то записать или что-то снять. Это первое, кстати, видео, которое я записываю в этом месяце, потому что, было реально сложно. Полтора года я работал без нормального отпуска, без фактически отдыха. И как результат случилось это выгорание. Это плохо. Я считаю, что это плохо, потому что я не смог организовать себе отдых. И это ошибка. Это ошибка, которую нельзя совершать. Но вот по многим причинам так произошло, и это то, над чем я буду работать в следующем году. Я буду пытаться искать этот баланс и все-таки отдыхать, чтобы этого выгорания не было. Потому что лучше отдохнуть полностью нормально 2 недели и потом продолжать свою работу, чем впасть в апатию, в уныние. Тоже хорошее слово «уныние». Это, кстати, по-моему, смертный грех вообще, если я не ошибаюсь. Лучше отдохнуть, чем потом вообще перестать работать, перестать функционировать на целый месяц. Вот, это вторая негативная вещь.
И вначале, когда я планировал это видео, я думал, блин, а что вообще хорошего и позитивного? Какие есть позитивные итоги года? У меня случилось выгорание, я не сделал ничего из того, что хотел. Что вообще хорошего, что позитивного? Но, как всегда, нужно просто посмотреть более внимательно, и ты увидишь те приятные, хорошие, позитивные вещи. Какие они? Давайте об этом поговорим. Что же хорошего произошло в 2024 году в профессиональном плане? На самом деле, главная хорошая вещь, если присмотреться, то есть если внимательно посмотреть, если присмотреться, что хорошего произошло. Во-первых, главная хорошая новость и главное достижение, что я продолжаю этот проект. На самом деле, да. Просто продолжать делать то, что ты делаешь, и получать от вас обратную связь, а вы мне пишете комментарии, я получаю регулярно письма, как студенты получают сертификаты русского языка, как они находят работу, как они, не знаю, в общем, когда я получаю письма про ваши успехи, я получаю огромную дозу вдохновения, и я понимаю, что я делаю что-то нужное. И просто продолжать то, что я делаю, это уже, мне кажется, классно, это уже достижение. Потому что, смотрите, каждую неделю, почти каждую неделю я делал видео, я выпускал подкаст. Если вы еще не подписаны на мой подкаст, то подписывайтесь обязательно. Здесь будет ссылочка, где можно слушать подкаст, например, на моем сайте или в любом приложении, на любой платформе. Так вот, каждую неделю видео, подкаст, потом дополнительные материалы для нашей membership-программы. Там много полезных материалов для каждого подкаста. Там транскрипции для видео, для подкаста и так далее. То есть это все на самом деле достаточно большая работа. И вот если присмотреться, если внимательно посмотреть, то это уже классно, Ну и как результат, в 2024 году мой YouTube-канал достиг 100 тысяч подписчиков. 100 тысяч человек, друзья, 100 тысяч человек. Это вообще, это сложно представить. Это огромное количество, мне кажется, людей, просто огромное количество, которые меня смотрят. Поэтому это результат, это позитивный, классный результат. Это достижение. Я в этом абсолютно уверен. И я хочу вас, друзья, поблагодарить за то, что вы смотрите мои видео, что вы ставите лайки, комментируете. Я редко отвечаю на комментарии, но я читаю почти все комментарии. Иногда, конечно, моя голова просто распухает от этого, но для меня это важно – читать то, что вы пишете. Давайте поговорим про мои планы на 2025 год. На самом деле, мои планы на 2025 год – это попытаться не допускать ошибок, которые я допускал в 2024 году. Каких ошибок я хочу не допускать? Во-первых, не доводить себя до состояния выгорания. Да? Не доводить себя.
до состояния выгорания. То есть не допускать выгорания, пытаться отдыхать, пытаться искать этот баланс работы и жизни. Тем более, что я живу в другой стране, у меня маленький ребенок. Жизнь вообще не самая простая штука. Постоянно ты подвергаешься разным испытаниям. Да? Подвергаться испытаниям. Хорошая фраза. Ты постоянно подвергаешься, каждый из нас подвергается разным испытаниям в жизни. И что говорить? Иногда бывает сложно справляться с проблемами. Но что делать? Нужно стараться. Никто не говорил, что будет легко. И такое клише есть. Мы так часто говорим. А никто не говорил, никто не обещал, что будет легко. Или никто не говорил, что будет легко. Действительно, никто мне не обещал, что жизнь будет таким, знаете, наслаждением, когда ты просто постоянно находишься в состоянии работоспособности, да, такой прям супер работоспособности, у тебя будет постоянно отличный баланс жизни и работы. Нет! Это все нужно создавать вот этими руками. Это все работа, Но будем работать. Я хочу обязательно, друзья, делать какие-то новые материалы. Мне самому это интересно. Я хочу сделать курс про русских писателей. Курс должен быть классный. Я очень хочу его сделать и сделать еще что-то в 25-м, что-то новое, что-то интересное, что-то необычное. Вот. Это мои планы. На самом деле, вот глобально это все, что я пока планирую. Посмотрим, получится у меня или нет. Но, друзья, важный момент. Напишите, а что бы вы хотели от Макса в 2025 году? Что бы вы хотели увидеть, услышать от Макса в 2025 году? Может быть, у вас есть какие-то интересные идеи? Напишите мне, пожалуйста. Оставьте комментарий. Поздравляю вас с Рождеством, с Новым годом. Пусть в Новом году у вас реализуются все желания. Пусть все цели, которые вы ставите, вы достигнете. Пусть вы достигнете всех целей, которые вы ставите. Ну и до встречи в 2025 году, друзья. Пока.